Всем привет, это канал 1С Заметки программиста. И сегодня мы посмотрим с вами, как работать с конфигурацией, которая подключена к хранилищу конфигурации. Запустим конфигуратор. Допустим, под программистом 1. Подключаемся к хранилищу. В предыдущем видео я не указал на такой момент, что конфигурация должна быть редактируемой перед помещением в хранилище. Для того, чтобы изменить какой-либо объект конфигурации, его сначала нужно захватить в хранилище. Выберем документ «Авансовый отчет». Нажимаем правой кнопкой «Захватить в хранилище». Галочка «Выполнить рекурсивно» означает, что мы захватим для изменения все реквизиты, все табличные части и формы документа. В общем, все, что принадлежит данному документу. Видим, что мы захватили сам объект, формы, которые есть у документа, макеты. В сам объект входят реквизиты и табличные части. Раскроем документ авансового отчета, видим, что у нас стоит галочка, что он захвачен у нас. Как сам документ, так и реквизиты, табличные части, формы и макет. Давайте добавим какой-нибудь реквизит. Просто реквизит 1. И обновим конфигурацию. Добавим данный реквизит на форму документа. Просто добавим его в самый низ документа. Вот видим, что он появился на форме. Обновим конфигурацию. И запустим отладку, чтобы посмотреть и убедиться, что наш реквизит появился на форме. Находим в документ авансовый отчет. Создадим произвольный документ. И видим, что на форме есть наш реквизит 1. Закрываем отладчик. Для того, чтобы другие пользователи хранилища увидели, что мы внесли какие-то изменения в документ, нам необходимо этот документ поместить обратно в хранилище. Нажимаем правой кнопкой на авансовый отчет «Поместить в хранилище». Также нажимаем «Выполнять рекурсивно». Если мы знаем, что нам нужно изменить только форму, не меняя реквизитов, то можно выбрать форму, правой кнопкой на нее щелкнуть и захватить в хранилище только форму. Здесь уже не имеет значения, нажмем «Выполнить рекурсивно» или нет. И видим, что у нас захвачена только форма документа. Сами реквизиты, табличные части не доступны для редактирования. Если захваченный объект не менялся или нужно отменить изменения, то можно просто отменить захват в хранилище. Теперь давайте получим этот реквизит 1 для пользователя программист 2. Закроем данный конфигуратор и запустим конфигуратор базы B2. Заходим под программистом 2. Подключаемся к хранилищу. Ищем документ авансовый отчет. Смотрим, здесь никакого реквизита 1 нет. Откроем форму документа. Здесь у нас тоже реквизита 1 нет.
Если мы знаем, что в хранилище менялся только документ авансовый отчет, то мы нажимаем по нему правой кнопкой и получить из хранилища. Если мы не знаем, что менялось в конфигурации, то нам нужно получить все объекты измененные. Нажимаем конфигурация, хранилище, конфигурации, обновить конфигурацию из хранилища. Видим, что подтянулся авансовый отчет и форма документа. Проверяем. Видим, что из хранилища добавился реквизит 1. И на форму также добавился реквизит 1. Обновляем конфигурацию. И запускаем отладку. Заходим в авансовый отчет. Создаем документ. Видим, что здесь есть наш реквизит 1. Отладку можно завершить. Теперь давайте посмотрим, где можно увидеть, какие объекты в данный момент захвачены. Давайте захватим авансовый отчет. Чтобы посмотреть, какие объекты захвачены всеми пользователями, заходим в конфигурация, конфигурация, хранилище. Здесь мы ставим все захваченные. И видим, что документ авансовый отчет захвачен пользователем программист 2. Можно также сделать отбор по пользователю. На этом все. Всем спасибо, удачи.